Добрый день! И снова с вами я, Сергей Гут, и канал Viking Life. В последнее время что-то мне погода в Краснодарском крае напоминает прибалтийскую девушку. То у нее есть настроение, то у нее нет настроения. То она хочет, то она не хочет. Так и у нас. Сегодня опять солнце с утра. И вчера было солнце, а ночью пошел дождь. А я ведь буквально только вчера привез песочек. И думаю, ну ладно, что там, солнце, плюс 14, не буду я его накрывать никакой пленкой. Чуть-чуть по углам шифером прикрыл, на всякий случай, чтобы не расползся этот песок драгоценный. А ночью пошел дождь. И думаю, ну ё-моё, ну что ж такое? Утром просыпаюсь, ну вот вам, видите, опять солнце, опять 14 градусов. Ну-то ладно, это о погоде и прибалтийских девушках. А сегодня у меня новый этап в строительстве моего дома. Даже не в строительстве, а я бы сказал, в перестройке дома. Очень долго у меня шел процесс подготовки пола к бетонированию, уборка старых деревянных покрытий. И наконец-то она закончилась. В последнем ролике вы уже видели, что я уже даже направляющий уже выставил по уровню, и пол у меня готов к засыпке песка. И сегодня у меня основной инструмент будет это 2 ведра, 1 лопата, 2 руки и 1 голова. То есть это я и мои помощники. Ну и, как всегда, Арсений уже на стреме здесь стоит и хочет посмотреть, чем это хозяин его будет заниматься. Вы тоже видели на роликах, что он и на грядках со мной, и на побелке, и даже когда я направляющий ставлю, он все равно заходит в дом и все контролирует. Вот такой вот он Арсений, контролер от Бога. Ну ладно, как говорят, меньше слов, больше дела. Поехали! Сегодня я засыпаю песок в доме. Вот она, эта куча песка. И вот она, Арсений, и вот этот инструмент. Сейчас мы начнем эту кучу песка разгребать. Ну что, начнем, господа и дамы? Почин есть, первые ведра пошли. Ну вот по такому принципу и будем засыпать, равнять. Потом шлеп ногу возьмем, протрамбуем это все, прольем водичкой, еще раз подсыпем, еще раз утрамбуем, и получится нормально. Ну все, меньше слов, больше дела. Ну что, еще одну дорожку засыпали. Там я уже протрамбовал. И нужно подсыпать где-то еще сантиметр песочка. А здесь сейчас разровняю и тоже буду трамбовать. Нелегко.
Перед тем, как уйти на обед, а уже команда от Аллочки «Сережа кушать» прозвучала, я успел просыпать весь пол. Да, Урсик? Урсик тоже здесь уже. Вот, даже протрамбовал и даже уже по уровню прошелся. Вот, ну и сейчас нужно пойти перекусить. Посмотрим, что там Аллочка приготовила на обед. Так, а это приготовила Аллочка. Гороховый суп с копченостями, сало нашего засола, пирог с грецкими орехами и финиками. Ну и сок любимый, манго, апельсин. Люблю такую радость. Кстати, а лучок наш с огорода. Ну и потом будет на десерт кофе. Вот такой вот скромный крестьянский обед. Стоит мне на минутку только было отвернуться, и тут появились неизвестные следы. Только что сделано в грунте. Как вы думаете, кто это? Что за чупакабра пришла с такими когтями? Ужас просто. Наверное, это Арсений. Убежал уже. Меня можно поздравить. Я закончил подготовку пола под заливку бетона. Подушка из песочка сделана, то есть как я планировал, 4 сантиметра. Утрамбована, несколько раз проходил шлеп ногой, пролил водичкой, чтобы был более плотный грунт. Направляющие уже вытащены, стержни вытащены, и канавки с песочком засыпаны и тоже протрамбованы. То есть фактически больше я уже с полом здесь делать ничего не надо, он готов. Но это не совсем так. Теперь надо по периметру пройти и выровнять песком вот эти вот переходы, чтобы когда будешь стелить пленку, не было резких углов, чтобы не было крупных острых камней. Поэтому еще маленькая такая ювелирная работа предстоит. Просто с песочком, с кельмой набросать, выровнять и настелить пленку. И закрепить ее на уровне где-то 30 сантиметров от уровня песка. Но с этой комнатой мы закончили. Меня ждет вторая комната. Там нужно тоже сыпать песок. И после этого я уже займусь бетономешалкой. Ну вот буквально только что я закончил делать промеры, выставлять по уровню направляющие, для того, чтобы во второй комнате, где у меня будет гостиная, засыпать песок, песочную подушку сделать. Надеюсь, что пока еще солнце у нас светит, хоть что-то еще засыпать. Время очень быстро идет. Некоторые подписчики мне говорят, что я очень много времени трачу на то, что вот направляющие выставляю там по уровню все. Надо накидать песка, все быстренько раскидать, а потом уже выравнивать. Ну, может быть, и такой вариант тоже есть, скажем, имеет право жить, но, на мой взгляд, если я сразу выставил по уровню, да, то я уже изначально целенаправленно
сыплю столько песка, сколько мне надо, и потом не трачу время на то, чтобы его из одного угла комнаты перекидывать в другую сторону комнаты. Но это мое, скажем, такое личное мнение. И даже потом, когда я делаю трамбовку, я подсыпаю уже столько песка для того, чтобы опять же выйти на этот уровень согласно направляющих. Поэтому у каждого метода есть и свои плюсы, и свои минусы. Сейчас уже, выставляя по уровню с помощью нивелира направляющие, я уже не так много тратил времени, как это я делал первый раз. Почему? Да потому что у меня опыта все с каждым разом все больше и больше становится. И практика — это самое ценное, что у нас есть. Как один из моих подписчиков сказал: ну все, после того, когда ты закончишь делать ремонт в доме, я могу тебя убрать уже бригадиром к себе в строительную бригаду. На что я сказал: ну, бригадиром нет, но прорабом точно пойду. Но это ладно, так, о юморе. Поэтому все у меня уже готово. В этой комнате света нету, зато здесь самое дольше светит солнце. И сейчас у нас тучки разошлись, видите, так солнечная погодка еще есть. Часик-другой я постараюсь покидать песочек, а то через пару дней нам тут обещают дождик. И весь песок опять будет мокрый. Ну ладно, что называется, поехали. Давай будем сыпать песочек в новую комнату. Ну вот уже 6 часов вечера. Я даже включил дежурное освещение у себя в доме. И я только-только закончил делать просыпку песка. Ну, молодец, что можно сказать. Успел, значит успел. А завтра я уже буду заниматься тем, что надо будет мне ее разравнивать, трамбовать, проливать и все остальное. Но так как так комната на 4 квадратных метра меньше, то значит я и закончу на 4 квадратных метра быстрее. Вот. Ну и что я смотрю? Я вот еще хочу сказать, что это куча песка, которую мне привезли, что там 5 кубов было, лучше она как-то быстро заканчивается. У меня есть такое подозрение, что там все-таки не 5 кубов было, а немножечко меньше. Потому что ну, не мог я высыпать на просыпку в 2 комнатах толщиной в 4 сантиметра почти, ну не половина, но треть кучи песка. На мой взгляд, как-то это маловато. Может быть, не досыпали. Ну да ладно, пускай это будет на совести того, кто отсыпал этот песок. Вот, а я вам еще напоследок одну вещь скажу. Значит, прихожу я вчера домой. Сейчас. Вот, и мне Алла говорит: а мы выследили кошку, которая по вечерам у нас мяукала. И как вы думаете, где эта кошка? Эта кошка живет не где-нибудь, а у нас на крыше. Я вам сейчас покажу, как она туда забирается и где она находит. И у меня вообще есть такое желание завтра залезть на крышу, у меня есть там лючок, и посмотреть, что ж это за кошка. И вот смотрите, сейчас я вам покажу все. Поставлю лопату. Вот видите, у меня за спиной стоит лестница. И Аллочка видела, как кошка по этой лестнице запрыгивает на трубу, которая идет отопление, и дальше прыгает наверх под самую крышу, и там у меня есть щель, и она там прячется. И по всей видимости, есть такое, опять же таки, предположение, завтра я проверю, что там она окатилась. И я Аллочке говорю: так может быть мы одного котенка и заберем оттуда себе, а может быть и нет там котов, они просто там живут, греются. Короче, завтра залезу, проверю. Вот. Ну а вам напоследок всегда я говорю: ребята, кому нравится, подписывает, не нравится, не подписывает, дергает за колокольчик. Ну и, чтобы я не забыл, стучите в бубен, пускай в вашем доме будет весело, задорно. Вам желаю здоровья, будьте счастливы. Ну и пока. Это с вами был я, Сергей Гут, и канал Викинг Лайф. Представляете, что я нашел у себя? Во, змея. Да, Урсик, это змея. И она уходит. Подожди, Урсик. Урса. Это, наверное, желтопузик. Подожди, Урса. О, я ее за хвост поймал. И она уходит прямо под дом. Видали? Поймали змеюку за хвост. Вот такая
Я захожу, а она здесь лежит. Ну, ладно, мы тебя еще увидим. Уползает. Урса, она уползает. Ну, во всяком случае, это не гадюка. Это молодой желтопуз. Вот такие вещи на стройке случаются. Да, Урсик? Вон, смотри, змеюка, змеюка. О, ползает. Аллочка бы, наверное, со страха умерла бы. Ну и куда ты ползешь? Такой вот. Замурую я тебя здесь в бетоне. И все. Змейка. Так. Ну что, Урса? Ой, чуть не упал. Вот такие вещи бывают у нас на стройке. Урса, иди сюда, иди, посмотри. Ну вон она, смотри, вон змейка. Ползает. Что, неинтересная игрушка? Шнурочек такой. Ну вот. Все, сейчас заползает уже. Куда она там втюхивается, непонятно. Да, вот это дела. В соседний. Вот сюда она переползает в соседнюю комнату. Значит, это норы были змеиные здесь. Так получается, да? Что, Урса, ты там ищешь? Вчера ее не было, сегодня она появилась. Ну все, уже почти убежала, нет ее. Хвостик остался один, да? Арсений. Ну да, вон. Все, уползла уже, да. Вот такие дела. Вот такая норка. Ладно. Ну вот так у нас началось утро. Заходишь на строительную площадку, а там тебя змейки. И он сейчас Арсений все ищет где-то. Уползла уже, все. Я так понимаю, день скучным не будет. Итак, ребята, доброе утро. Новый день. У нас сегодня четверг, и мы продолжаем ремонт дома. Значит, в нашей гостиной я делаю полы. Я вчера успел до конца дня просыпать песочком здесь все. Как вы видите, потревожил спящих змеюк у нас. Теперь понятно, чьи это были шкурки. Это были шкурки полоза. И теперь понятно, чьи это были норы здесь, в этой комнате. Как я вам уже показывал, здесь были норки. Вот одни говорили, что эти крыски, а у меня было подозрение, что это все-таки змеиные. А еще я вам обещал
показать или посмотреть вместе с вами, что у меня там на чердаке. Есть предположение, что там кошка окатилась. Поэтому я сейчас полезу наверх и посмотрю, что там такое. А потом мы продолжим опять ремонт. Все, ребята, смотрите мой канал Viking Life. Будет интересно. С вами я, Сергей Гут. Дергайте за колокольчик, подписывайтесь, стучите в бубен. Смотрите мой канал. Я вам обещал залезть и посмотреть на чердаке, есть ли у нас там выводок котят. Потому что Аллочка вместе с Арсением заметили, как туда залезала кошка. Вот по этой лестнице, дальше на трубы. Ну, так как сегодня у нас день уже веселый, с утра змейка, в обед котики, сейчас я полезу. Первый раз лезу на чердак. С момента постройки крыши я там ни разу не был. Я как человек-шахтер с лампочкой сейчас полезу и посмотрю. Поэтому следите и будьте в ожидании. Не откроешь, Сережа. Мешать лестнице. Как интересно. Ладно, попытка номер 2. Пониже вот эту сделай. Еще ниже. Ну что, первый раз есть, первый раз. Так. Интересно. Так, сейчас мы поправим лестницу. Ворсик боится. Вот, тоже смотришь. Вот сюда ты, Ворсик, никогда не залезешь. Хотя это было бы прикольно. Ну что, включаем лампочку и залезаем. Так, ну вот залез я на чердак или на крышу дома своего из люка. Вот так выглядит крыша моего дома. Так, ну темновато. Попробуем включить лампочку. Так, ну смотрим, есть ли тут у нас котята. Так. Балки. Так. Ну, вот отсюда кошка залезала. Так, это я нахожусь над пристройкой. О, а это сделали отверстие. Это у меня вентиляционный лючок. И должен быть второй где-то такой. Какой интересный бычок. Какая-то дырка интересная. Ну, честно скажу, никаких котят я здесь не вижу. Какая ваза интересная. Стекла, стекла. Банки. Так, это я нахожусь над гостиной. Так, вот это наша печка. А, вот дымоход. Там был дымоход у нас. Так, арматурина. Это мы заберем. Вот так вот крепится крыша. Ну и здесь тоже самое. Василию привет! Я тебя не вижу, но слышу. Нету здесь никаких котят. Но это конструкция, которая держит
крышу. Слушайте, здесь высота крыши 3,5 метра. Понял, принял. Ну ясно. Короче, это вентиляция, и использовать ее нельзя, потому что здесь конструкция крыши. Ясно? Ну ясно, да, это старые кирпичи. Все. Короче, кошек нету здесь. Это строительные коробки остались. Мусор. Слушайте, здесь такое помещение. Его надо как-то будет использовать, кстати. Точно. Целый кабинет можно сделать. Так, сейчас я посмотрю, как балки крепятся. Так, вот здесь вот идет стена. Вот они, балки. Я хочу здесь сносить стенку. Кстати, здесь вот вода. А что, на крыше можно ходить? Балки. Балки. Гаечный ключ непонятный. Ну ясно. Короче, кошек здесь нету. Какой-то салон. А может быть, здесь они были? Котята. Вот она их просто унесла уже. Стекла. Фигня. Надо все убирать сюда, мусор. Так, это стена дома, а это прилепыш. И балки идут. Ага. Ясно. Короче, все, можно слезать. Кошек и котят нету, зато на соседском участке кот есть. Все, слезаем. Можешь его снять. Ну, сегодня я уже заканчиваю с этим полом, с просыпкой грунта, с трамбовкой его. Пролил водичкой, протрамбовал. И сейчас уже финальная трамбовка идет. С этим полом я быстрее, чем с предыдущим, сработал. Сказывается уже определенный опыт, навыки, уверенность в движениях. Вот и скажу, что технология, которую я здесь использовал, она оправдала себя. Я поставил уровни все-таки и сразу насыпал много песка, даже так, что уровней не было видно. Песок рыхлый, и все равно, когда начинаешь утрамбовывать его, он опускается, опускается, опускается. Ниже, плюс правилом все равно нужно подравнивать немножечко. И в итоге получилось все, что я насыпал сразу, а это где-то сантиметра 2 было выше уровня. После трамбовки, после всех выравниваний, я добавил сюда 2 или 4 ведра песочка всего. Все остальное это тот песок, который был уже заранее занесен. Вот, зато сразу видишь, где у тебя есть песок, где нету. Но в итоге эта технология правильная. День сегодня был веселый. С утра меня змейка повеселила. Я залез на крышу, посмотрел там. Котят там не оказалось. На удивление, очень большое помещение смотрится там на крыше у меня. И надо что-то придумать там сделать. Или сушилку какую-то, или что-то хитренькое такое. Ну, может быть, вы мне подскажете, дорогие мои подписчики и зрители. Вот. И, в принципе, день заканчивается уже. Сегодня с утра дождик был, завтра тоже дождик уже. Такое небольшое похолодание, но все равно тепло, хоть у нас и январь месяц. Вот. Ну, а на этом я с вами заканчиваю. Рад вас видеть, слышать на моем канале. Пишите комментарии, давайте советы, мне это все интересно читать. Я всегда хорошие советы использую. Ну и, как говорится, подписывайтесь, дергайте за колокольчик, стучите в бубен. Это с вами был я, Сергей Гут и канал Викинг Лайф.
Пока, ребята.